Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень нежный и ароматный рулет «Медовый бархат». Рулет действительно бархатный, приготовлен из воздушного медово-бисквитного теста и пропитан вкусным сметанным кремом. Ингредиенты рассчитаны для рулета весом килограмм 200 граммов. Готовится рулет быстро и достаточно просто. Давайте приготовим. В чашу выливаем 3 яйца. Добавляем щепотку соли. 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Хорошо взовьем все миксером, яичная масса должна посветлеть и увеличиться в размере примерно в 2–2,5 раза. Вливаем 60 граммов или 6 столовых ложек растительного масла без запаха. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 30 граммов или 2 полные столовые ложки молока комнатной температуры. Также перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 70 граммов или 3 столовые ложки жидкого меда. Если у вас мед густой, то лучше его слегка подогреть, чтобы он стал жидким. Перемешиваем до однородного состояния. Просеивая, добавляем 200 граммов или 10 столовых ложек без верха пшеничной муки, 8 граммов или 1 чайную ложку соды. Перемешиваем на небольших оборотах миксера недолго до однородного состояния. Соберем тесто со стенок, промешаем по дну. Тесто не густое, легко стекает с лопатки. Я выпекаю медовый бисквит на противне размером 39 на 32 см. Противень застелила тефлоновым ковриком, можно застелить пергаментной бумагой. Если вы не уверены в качестве своей пергаментной бумаги, то смажьте ее слегка растительным маслом. Выливаем тесто на противень и равномерно разравниваем. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12–15 минут до красивого золотистого цвета. У меня бисквит выпекался 12 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем. Если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Накрываем бисквит тефлоновым ковриком или пергаментной бумагой и переворачиваем. Снимаем тефлоновый коврик, на котором бисквит выпекался. Еще раз накрываем бисквит пергаментной бумагой и переворачиваем. Аккуратно убираем тефлоновый коврик. Делаю это сразу, чтобы не отошла верхняя корочка от бисквита. Оставляем бисквит остывать до комнатной температуры, остывает бисквит очень быстро. Приготовим крем. Для крема я использую 600 граммов отвешенной сметаны. Сметану можно заменить отвешенным густым натуральным йогуртом. Отвешенная сметана такая плотная, что в ней может стоять ложка. Если отвешивать сметану нет времени или желания, то можно использовать загуститель для сметаны или для сливок. К сметане добавляем 90 граммов или 4,5 столовые ложки без верха сахарной пудры и 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. Сахарную пудру и ванильный сахар можно добавлять по вкусу. На небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Сахарная пудра и ванильный сахар должны полностью раствориться. Убираем крем пока в холодильник. У остывшего бисквита обрезаем края шириной примерно 2,5 см. Обрезанные кусочки пока убираем в сторону. Чтобы рулет было легче скручивать, с одной стороны я делаю 3 надреза шириной примерно 1,5 см. Надрезы до конца не прорезаю. С обратной стороны обрезаю край бисквита наискосок. Обрезанные кусочки измельчаем в блендере в крошку. Перекладываем примерно 2/3 части крема на бисквит и равномерно его распределяем по всей поверхности, не доходя до нижнего края примерно 3 см. Сворачиваем рулет, сильно его скручивать не надо, чтобы не выдавить крем. Если при сворачивании в конце у вас образуется лишний крем, то его можно убрать ложкой и заполнить этим кремом пустоты сбоку. Оставшейся 1/3 частью крема обмазываем рулет сверху и сбоку. И обсыпаем рулет измельченной бисквитной крошкой.
Заворачиваем рулет в пергаментную бумагу. Убираем в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на 5-6 часов, чтобы крем стабилизировался и рулет хорошо пропитался. Рулет получается красивым, ярким, большим и, самое главное, очень вкусным. Размер моего рулета: ширина 12 см, высота 7 см и длина 32 см. Вес килограмм 200 граммов. Прекрасный медовый рулет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.